2 человека были. Людоед какой-то живет. Кто бы это мог быть? Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Иду сейчас к своей землянке. Следы какие-то обнаружил. Вот опять следы. Тоже относительно свежие. Вот этот след идет прям вообще от моей землянки. Это вот прям широкий шаг такой. И размер обуви примерно как у меня. Интересно. Ага, да, следы прям в землянке идут. Но около самой землянки следов нет. Судя по всему, проходили мимо. Да, на удивление здесь никого не было. Все лежит на месте. Никто не записывался в тетрадочку. То есть кто-то явно нашел эту землянку мою, ходит вокруг да около нее. Но почему-то никаких действий не предпринимает и не ночует здесь, вообще не заходит, по-моему, даже сюда. Потому что следы отсутствуют на снегу. Чем человек занимается? Ну, просто, видимо, нравится ходить мимо моей землянки. Может быть, прогулка такая утренняя. Ладно, суть не в этом. Хочу начать сегодняшнее видео с розыгрыша кружки и подставки под данную кружку. Если вы помните, в одном из видео я предлагал посчитать оливки, оставленные мною перед фотоловушкой. Ну, когда лиса еще подошла, понюхала эти оливки и развернулась, ушла. Так вот, 49 человек в комментариях к этому видео написали правильный ответ. 11 оливок я оставлял перед фотоловушкой. Я думал, как же лучше и справедливо будет выбрать одного из победителей. И решил сыграть в лото. В данном мешке у меня бочонки с 1 по 49 номер. Вот сейчас любой просто достану ради интереса, да вам? Ну, даже не любой, а вот. Убедились, что здесь, ну, вот номера там 48, 46, какой-то номер 5. Я сейчас достаю один бочонок наугад. И, соответственно, номер бочонка будет совпадать с номером участника. И мы узнаем победителя. Конечно, я мог бы воспользоваться генератором случайных чисел, ну, либо вообще любой другой цифровой технологией. Но землянка, скажем так, это такое сооружение, которое возвращает нас там на 100 лет, на 200 лет назад, даже какой побольше, наверное, да. И хотелось разыграть приз тоже каким-то образом таким, ну, старым относительно. Ну что, бочонки перемешаны. Сейчас достану один. Номер 37. Смотрим, кто у нас по 37 номерам. Из Донецка с любовью. Блин, я даже опечатался. Вместо L английскую К пропечатал. Так, поздравляю данного участника из Донецка с любовью и прошу вас связаться со мной любым доступным для вас способом. Telegram,
Что там еще у меня? Почта электронная. Я эту информацию оставлю под данным видео в комментариях. Снег пошел. Блин, как же здесь тепло, хорошо в землянке внутри. За окном где-то -5. Сейчас на градусники посмотрим. А здесь прям ощутимо теплее. Неохота даже никуда идти. Но сегодня у меня по плану закончить возводить каркас бани. Я вообще не знаю, конечно, успею я построить ее или нет. Снег вовремя начал валить так. Я как бы надеялся, что каркас я возведу и начну уже там заниматься внутренним обустройством, и как раз пойдет снег. Но немножко, как сказать, форс-мажор, скажем так, да, вмешался. Ладно, пойдемте. Да, погода сегодня просто прелесть. Снежок валит. Ну и температура всего лишь -5 градусов. В общем, погодка шепчет. Ну, вообще снег, конечно, это и хорошо, и плохо. В первую очередь, конечно, это классная маскировка моего убежища, моего укрытия. Но и легко будет мое укрытие найти и выследить по следам. Это, конечно, минус. Хорошо, что я взял тент. Хотя бы мои вещи не будут под снегом лежать. Да и электропилу аккумуляторную я туда тоже положил. Кстати, по поводу вот этих щелей. Щели огромные, я это понимаю. Но если вдруг у меня все-таки в этом году получится закончить эту баню, то что я хочу сделать? То есть снаружи я обшиваю просто обычными вот такими бревнами, а внутри я зашиваю досками. Но прежде чем зашивать досками, я делаю вот такой примерно промежуток сантиметров 5 между вот этой внешней стеной и досками.
и засыпаю туда песок. Песок, я думаю, неплохой теплоизолятор, ну и от ветра хорошая защита, ветрозащита. А эти щели снаружи, ну, можно будет льном пробить, можно будет ничем не пробивать. Мне кажется, особо сильно песок высыпаться не будет. Но даже если и будет, всегда можно взять и еще подсыпать. Да, что-то у меня большие сомнения начинают закрадываться в мою голову. Смогу ли я вообще закончить эту баню? Да, если снег не растает немного, то я просто не знаю, как мне материалы искать. Искать поваленные деревья, но здесь их не так много на самом деле. Я имею в виду не упавшие, а которые застряли на других деревьях. Я вот сейчас смотрю, вообще их даже не вижу таких. Либо, пока еще сейчас слишком все снегом не засыпало, делать из толстых бревен, искать потол как можно толще. Чем толще бревно, тем быстрее будет двигаться процесс. Я думаю, наверное, имеет смысл изменить стратегию.
Да, летом намного проще строить было. Надо было немного раньше этим заняться. А сейчас у меня уже надо дверь делать в землянке новую, потому что эта дверь, она для зимы никуда не годится. И еще я хотел внутри землянки стену, хотя бы одну, обшить досками. Не знаю, с этим инструментом получится у меня напилить, ну, распустить бревно на доски или нет. Так-то, конечно, аккумулятор вот этот помощнее, ну, емкость побольше, но не знаю. Так, надо убрать немножко, а то спалю сейчас. И вообще останусь без инструмента. Я думаю, сейчас немного еще поработаю, да пора мясо готовить. Кстати говоря, у меня еще 3 кружки осталось, и давайте еще одну разыграем. Ну, кружка и подставка под кружку. Предлагаю написать в комментариях какой-нибудь интересный, ну, рецепт. То есть можно просто блюдо написать, какое вы хотели, чтобы я приготовил, либо рецепт, ну, конечно, не на страницу А4 формата, да, там какой-нибудь такой кратенький рецепт. И, естественно, чтобы он был довольно-таки, ну, как сказать, не сложный в приготовлении в плане продуктов, не какие-то там изысканные, я не знаю, там камчатский краб, например, да, там, то есть какие-то ингредиенты, чтобы более-менее простые, адекватные там были. И по цене, и по возможности их достать и купить в магазине. И, соответственно, чей рецепт мне больше всего понравится, я, во-первых, приготовлю это блюдо, а во-вторых, отправлю кружку за свой счет, естественно, по России. Доставка бесплатная будет победителю. Видео. Да, погодка просто прелесть. Снег опять повалил. Как будто в какой-то сказке. И прям сразу чувствуется новогоднее настроение, уже вот не за горами. Новый год. А что тут, 1,5 месяца осталось-то уже.
Вот такой вот у меня сегодня простой, но в то же время вкусный обед или ужин. Время уже 3 часа дня. Да, этот аккумулятор очень хороший. Уже сколько я напилил, и только половину посадил заряда батарейки. Фух, все, вперед на крышу. Лесу. Просто шикарный запах. Я думаю, сейчас и лиса может прибежать на этот запах. Есть уже хочется неимоверно. Кстати говоря, вот кружка точно такая же, на которую я нанес логотип и буду разыгрывать периодически. Она, во-первых, на 400 мл, металлическая. На ней можно кипятить, в ней можно кипятить воду прямо на костре. Я уже это делаю, ну, на постоянной основе, и уже сколько, года 3, наверное, у меня этой кружки. Все в порядке, служит мне верой и правдой. Так что не забывайте, напоминаю. В этот раз в комментариях будьте добры, ну, кто хочет принять участие в конкурсе, да, и выиграть кружку, напишите рецепт какого-то интересного блюда, которое не так сложно готовить, и из таких общедоступных продуктов, скажем так, да.
Восхитительный вкус. Я такого вкусного мяса, наверное, ни разу в жизни не ел. Вот это да. Мясо прожарилось. Ну, по крайней мере, верхний слой. Внутри неизвестно. Кусок большой все-таки. Это просто великолепно. Обалдеть. А я думаю, что все, ну, блогеры там, да, бушкрафтеры, скажем так, выживальщики, любят мясо. Вот такое, ну, без всякого маринада практически, жарить на костре. Ну, теперь я понимаю, это, ну, просто восхитительный вкус. Ну, самое важное сейчас буду делать. Честно говоря, не знаю, как она там правильно, эта деталь крыши называется. Но вот такой треугольник должен у меня получиться. Вот здесь посередине на уголки поставлю стойку, ну где-то вот такой высоты. И на нее должны лечь под углом два бревна. Я, честно говоря, вообще не представляю, как это делать. Для меня это первый опыт. Но я думаю, у каждого из нас наступает рано или поздно тот день, когда мы делаем что-то впервые в своей жизни. Идем в садик, идем в школу, сдаем экзамены, первая работа, первая жена, ну, у кого-то и последняя. Вот. Ладно, не будем отвлекаться, давайте закончим крышу, потому что у меня уже шуруповерт садится, гвозди практически закончились, там 4 штуки осталось. И по сути я ничего сделать уже не могу сегодня, ну кроме как вот эти вот 2 штуки сделать, установить на крышу. Так, ну высота 50, наверное, более чем достаточно будет. Я думаю, да. Надо было отвертку взять хотя бы. Сейчас бы отверткой докрутил.
Ну елки-палки, а. Да, по-моему, это знак. Аккумулятор на шуруповерте сел, отвертки у меня нету. На аккумуляторной пиле первый аккумулятор у меня сел, который 4-амперный. У меня есть запасной еще. Но, честно говоря, я не знаю, есть ли смысл что-то здесь пилить сейчас. Наверное, лучше пойдемте и напилим дров в землянку. В следующий раз, чтобы я приехал, у меня все готово было уже. Потому что в следующий раз я приеду с ночевой. Сегодня и в прошлый раз я не смог остаться с ночевой. Дело в том, что я семейный человек. У меня есть жена, маленький ребенок. И ночевать в лесу не всегда у меня появляется такой шанс и возможность. Как бы на первом месте все равно идет семейная жизнь. А хобби мое, пусть не хобби, ладно, пусть блогерская деятельность, как некоторые считают, да, и говорят, это все-таки на втором месте, потому что семья для меня важнее. Так что сейчас все здесь сворачиваю, все вещи собираю, иду напилю бревна, заготовлю дрова для следующего раза, и в следующий раз приеду с ночевой, что-нибудь вкусненькое приготовлю. Около печки своей посижу. Ну и дверь, самое главное, будем делать в следующий раз. Блин, какая береза тяжелая. Высота 1,60 м, наверное, да? В диаметре кругляк. Сколько? Метров 25-30. Но она просто неприподъемная. До землянки метров 200. Но, по-моему, проще будет здесь распускать на бревна. Ой, на доски. Кстати, вот еще одна береза лежит. Тоже ветром поломала. Ветки уже все сухие. В принципе, ее тоже можно использовать. Подозрительно. И вот следы. Тоже большие. 2 человека были. И следы прям огромные, как у меня. 45 размер, не меньше. Очень интересно, кто здесь шастает.
Очень интересно. Оставлю здесь недоеденный кусок мяса. Пусть думает, что тут людоед какой-то живет. Ну или лиса полакомится. Да, очень интересно, конечно, кто здесь все-таки ходит. Однозначно, это высокий, ну, может быть, не высокий, но взрослый человек. Как минимум, размер ноги у него не меньше моего. 45-й, может быть, даже 46-й. И, по всей видимости, такой грузный, большой, здоровый. Время покажет, кто бы это мог быть. Но все-таки вроде человек с нормальными, с добрыми, с адекватными намерениями. И никаких эксцессов или форс-мажоров, ничего такого я не вижу. Здесь все на месте лежит, ничего не происходит, все в порядке. Это был канал Лесной Строитель. Мне будет очень приятно, если вы оставите под этим видео свой комментарий и поставите лайк. До новых встреч. Пока-пока.